строили такие знаковые сооружения, как олимпийские объекты, в Владивостоке мост на остров Русский. Видно результат труда. Ты через 10 лет можешь приехать, показать и своим близким, и родственникам. Обороты там большие, соответственно, наверное, можно и много заработать. Найти возможность начать с минимальным капиталом. Всем привет! С вами снова я, Алексей Белов, и наш канал «Открытый бизнес». Канал о предпринимателях и для предпринимателей. Сегодня мы поговорим на тему, которую я давно хотел обсудить, которая в моей жизни тоже в каком-то количестве присутствует, и это тема строительства. Я долго искал, выбирал, с кем бы можно было пообщаться на эту тему, и недавно познакомился с Евгением Замятиным. Это совладелец и генеральный директор компании «Стройтрансгрупп». И Евгений занимается таким бизнесом, что это не просто строительство, а определенное нишевое строительство, это строительство транспортной инфраструктуры. Если быть конкретнее, то строительство мостов, ну и, наверное, что-то еще, но об этом, наверное, нам Евгений сам расскажет. Поэтому, Евгений, я тебя приветствую на нашем канале. Вот. И для начала, наверное, расскажи про свою компанию, чем вы занимаетесь, да, какими работами занимаетесь, какие у вас есть там определенные достижения за эту историю. Да, приветствую, Алексей, спасибо за приглашение. Очень приятно, когда состоявшиеся предприниматели зовут записать подкаст. Это всегда очень приятно. Благодарю тебя. Наша компания «Стройтрансгрупп» существует уже 10 лет на рынке мостового строительства. Мы туда пришли не случайно. У меня опыт строительства мостов уже всю сознательную жизнь, это 20 лет. В 2004 году я закончил институт по специальности мосты и транспортные тоннели. Отработали мы 10 лет в крупной достаточно компании. Компания «Мостовик» была, 20 тысяч сотрудников в ней было. И строили такие знаковые сооружения, как олимпийские объекты. В Владивостоке мост на остров Русский. Саммит ОТС, да, он на купюрах денежных изображен. И очень-очень много других объектов. В Москве метро строили, развязки. И все знаковые, по сути, посчастливилось поучаствовать. В 2014 году прошли изменения. Компания после Олимпиады финансово стала нестабильной, она начала банкротиться. Мы с партнерами решили организовать свою компанию, тем более, что опыт у нас есть, коллектив слаженный, и мы решили, значит, открыть собственный бизнес. Первыми объектами у нас были не сильно большие договора субподряда, до сих пор их с удовольствием вспоминаю. Это в Санкт-Петербурге мы пришли строить атомную станцию. У нас были такие компетенции, как строительство монолитных бетонных конструкций с технологией преднапряжения. Они применяются и в мостах, и, как оказалось, в атомной промышленности. А так как специалистов данного профиля очень мало, мы, в принципе, своими компетенциями доказали, что можем в этом участвовать. И потихонечку, значит, начали сотрудничать с разными строительными компаниями. Благо, у нас уже была наработанная база контрагентов, и в таком плавном ритме начали увеличивать обороты. На сегодняшний день мы себя представляем компанию с численностью более 200 человек. В пике у нас было порядка 700 человек персонала. Это был, наверное, 2018-2019 год, когда очень массово транспортное строительство строилось в России. Мы работали сразу в 5 городах. В Москве развязки строили, в Санкт-Петербурге Керченский мост, в Новом Уренгое строили мосты для нефтяников, и в Омске строили нефтезавод «Газпромнефть». Вот. Коллектив достаточно слаженный. На сегодняшний день у нас оборот порядка 600-700 миллионов по году. На следующий год план стоит более 1 миллиарда рублей. Так как эта отрасль достаточно консервативная и сложная, субподряды, выполняемые у больших заказчиков, позволили нам выйти на новый уровень. И мы с этого года стали полный комплекс работ делать на генеральном подряде. То есть у нас заказчики – это уже администрации городов, областные какие-то дорожные агентства,
правительство и прочие организации. Ну, давай это поэтапно поговорим, вот, чтобы мы все-таки рассказываем. Цель нашего канала как раз заключается в том, чтобы предприниматели, которые хотели бы начать свое дело, интересуются, например, открытием бизнеса в сфере строительства, чтобы они понимали определенную этапность, да, вот как это все происходит, потому что, ну, как открыть, наверное, там, не знаю, какой-нибудь маленький магазин по продаже чего-либо, все более-менее даже могут понять на пальцах. Вот, как открыть строительную компанию, да, и там получить какие-то подряды, пока такой, ну, я, по крайней мере, нигде такой инструкции не видел, да, могу из опыта своего определенного лишь делать выводы, поэтому раз уж мы вот так про вашу историю сейчас обсуждаем, то давай вот, может быть, расскажи, сколько это время заняло вот от начала, то есть как вы стали эти вот, получается, субподряды сначала выполнять, да, потом там компетенции росли, какие-то контактная база улучшалась, новые проекты, то есть это около 10 лет. Прошло 10 лет, но в целом, чтобы не пугать наших зрителей, что это такой длинный путь, на самом деле можно этот путь сократить. Самое, значит, важное в строительстве – это выполнять работу точно и в срок. Это ценит любой заказчик. Чтобы это сделать, невозможно этот процесс наладить без профессионалов. Правильно? Вот я не знаю, кто нас будет смотреть. Это либо предприниматели со строительным образованием, уже с опытом с каким-то, либо это просто предприниматели, у которых по зову сердца, как сказать, есть желание в эту отрасль зайти, потому что все видят, обороты там большие, соответственно, наверное, можно и много заработать. Если это первая категория людей, которые профессионалы в строительстве, самое главное, значит, вовремя и в срок выполнять заказы. И в строительной отрасли слишком развито, значит, старое, доброе, как бы, слово «репутация». То есть если ты хорошо делаешь заказы, тебя будут рекомендовать, значит, другим своим заказчикам, что вот эти ребята хорошо работают. Могу один даже опыт, наверное, такой рассказать. Хотя мы в 2014 году организовались, уже в 2016 году мы стали делать по рекомендации, строить жилое строительство. Это был элитный дом в городе Алма-Ате. Ну как это возможно, да, вроде мы работаем в России, строим мосты, и тут же у нас появляется заказ в Алмате. А все очень просто. Заказчик, которому понравились результаты нашей работы, он порекомендовал другому влиятельному человеку, который инвестпроект делал, и мы поехали, 200 человек поехало строить жилье в городе Алма-Ате. Это же такой опыт был. Такой опыт жилого был, да. строительства. Да. Но все-таки вот вернемся к строительству мостов. Но это получается для индустрии строительного бизнеса это определенная ниша своя, да? И вы в основном держитесь в этой нише и работаете именно по профилю строительства мостов. Да. Вот, хорошо. А вот расскажи, что вообще из себя сейчас представляет, насколько ты знаешь, что вообще, насколько велик рынок российского строительного бизнеса, да, и вот насколько вот эта ниша транспортная, наверное, ну не только мосты, наверное, какие-то развязки там и всякое, или как это правильно назвать, да, а насколько вот этот кусок транспортной инфраструктуры в этой общей отрасли строительства весит? Это действительно достаточно серьезная, значит, часть нашей строительной сферы. Чтобы было понятно, сейчас принят 5-летний план по строительству в России дорог, транспортных сооружений, тоннелей и других относящихся на 13 триллионов рублей на 5 лет. Если в среднем на год взять, то это более 2 триллионов в год выделяется, значит, бюджетом на строительство транспортной инфраструктуры. То есть и дороги в том числе, да? То есть дороги, в том числе мосты, дороги, туннели. И мосты, да. Из самых знаковых сейчас объектов, это, конечно же, строится трасса «Россия», которая Москва-Казань в декабре, вот когда мы сейчас подкаст снимаем, она будет запущена в конце декабря. Мы тоже там принимали участие. Дальше уже утверждены участки Казань-Екатеринбург, Екатеринбург-Тюмень и дальше на восток. 2 триллиона рублей в год – это именно транспортно-дорожное строительство. Если еще дополнить, что отдельная корпорация есть у нас РЖД, Российские железные дороги, это сюда не входит, это еще дополнительно. Отдельно. Я думаю, там инвест проектов в год примерно еще на 1 триллион.
То есть в сумме, где можно строить мосты, это очень большой рынок. Да, есть крупные игроки, которые как бы самые большие объемы забирают. У них есть ресурс выиграть эти контракты, но построить их полностью своими силами они, скорее всего, не смогут, поэтому будут привлекать все подряд. Вот это и есть первая возможность маленьким компаниям начать свой путь к большим проектам через субподряд у больших крупных корпораций. Так все и получается обычно. Это, я думаю, что это не секрет там, для отрасли строительства, для любого бизнеса. Вот у меня несколько бизнесов, и в каждом из бизнесов мы иногда, вот там мои компании могут выступать как основным подрядчиком, так, если это очень крупный объем, мы можем выступать субподрядчиком. Потому что, в принципе, насколько всем сейчас, я думаю, что цифры статистики по персоналу, по сложностям с наймом персонала сейчас, наверное, об этом не говорит только ленивый, да, насколько сейчас довольно сложно в России нанимать персонал линейный, то вот это взаимосвязки между основным подрядчиком и субподрядчиком, они просто необходимы жизненно для того, чтобы проекты реализовывать. Это с одной стороны. А с другой стороны, такая связка позволяет экономику предприятия. Мы же не можем в штат набирать себе людей, там бесконечное множество, особенно как в стройке. Да? Мы взяли какой-то крупный проект, нам надо 500 человек на нем. Но проект закончился, и нам уже не надо 500 человек. Да. Нам же не увольнять их, правильно? Поэтому мы используем субподрядчиков в этой истории. Да, вот на Крымском мосту под эту тему маленькую ремарочку работало больше 30 тысяч человек. И вот после окончания этого объекта пришлось генподрядчикам, которые много людей набрали, и потом столько надо увольнять существенную часть людей. Там цифры от 3 до 5 тысяч человек шла речь. И действительно, лучше какие-то объемы, которые на короткий период большие всплески возникают, лучше нанимать все подряд. Это действительно хорошая возможность маленькой компании найти заказ. Субподряд, если вы хотите найти заказ, порекомендую изучать большие стройки, может быть, даже приезжать на эти стройки и спрашивать у конкретных производителей, какая помощь в какой работе требуется. Строители достаточно открытые люди, всегда подскажут, что какие объемы там требуются, а может быть, не требуются. Поэтому это первый совет или правило. Да. Не бойтесь, приходите на стройки и узнавайте, какая требуется помощь. Хорошо, давай поговорим теперь про заказчиков. Да, то есть я, насколько понимаю, мои как раз компании, они в основном работают с частными коммерческими заказчиками, да, но строительством у нас нет проектов по строительству, поэтому наши там отрасли, которыми мы занимаемся, там, конечно, рынок, он такой разный. То есть там есть и государственные заказы, и частные, и так далее. А вот стройка, особенно стройка транспортной инфраструктуры, как мне видится, может быть, ты сейчас там мои предположения все разобьешь, но это в основном основные заказчики все-таки это государство или какие-то регионы, муниципалитеты, может быть, или есть компании частные, которые строят для себя там мосты и туннели? Да, основную часть заказов, конечно, это делает государство. То есть стоимость строительства моста – это не 1 сотня миллионов рублей, потому частник всегда задумывается, как бы от этого отойти, как в эту часть инфраструктуры бы вложилось государство. Но есть и примеры отдельные, их намного меньше, чем государственных строек. Это в основном нефтяные компании газовые, которые на севере выиграли какое-то месторождение, нашли залежи там нефти или газа, им надо туда доставлять людей, оборудование, вывозить ресурсы. Они строят дороги, соответственно, там появляются какие-то маленькие речки, надо мосты строить. Бывают такие случаи, но их намного меньше. Или вот случай в этом году. Я участвовал в тендере, но в нем не выиграл. Это в Балашихе. Строил жилой комплекс достаточно крупный застройщик в Московской области. И участок земли от основной дороги отделяла речка. И вот частный, застройщик жилья, он разыгрывал тендер на строительство моста, чтобы люди могли со двора выехать на магистраль.
Такие случаи бывают, но их намного меньше, чем государственные. Понятно. Хорошо. Расскажи про конкуренцию. Понятно, что там для того, чтобы выйти на какие-то более крупные подряды, надо сначала поработать с субподрядчиками. А вот насколько вот эти конкурсы, вот много ли вообще, как ощущается конкуренция? Как вот, я не знаю, у нас там в разных бизнесах есть там, не знаю, определенная конверсия. Там поучаствовал в 10 конкурсах, в одном победил, да? То есть вот насколько как бы у вас, ну, в текущей конкретной брать реалиях этого года, например, да, по сравнению, например, с прошлым, улучшаются ли ваши там показатели по выигранным конкурсам, да, и как вы вообще ощущаете эту конкуренцию? Хороший вопрос. Есть конкуренция двух типов, да, или двух отраслей. Это конкуренция за субподряд и конкуренция на госзаказе там, по ФЗ-44 или 223. Вот, а по субподряду в этом году конкуренция выросла. С чем это связано? На сегодняшний день все понимают, что бюджет страны немножко видоизменился. Появились статьи бюджета, которые требуют двукратного увеличения финансирования, это обороноспособность и все такое. Соответственно, государство при распределении бюджетных средств никогда не затронет социально значимые сферы, это пенсии, зарплаты бюджетников, обороноспособность и все такое. На что-то надо экономить. И частично, не скажу, что это глобально, но частично некоторые объекты крупные в регионах отодвинулись срок принятия или срок начала строительства на год-два вперед. И, соответственно, объем рынка транспортного строительства, нового транспортного, подчеркну, нового, он немножко уменьшился, конкуренция увеличилась. То есть буквально летом мы участвовали в конкурсе, где было 10 компаний-конкурентов за один вид работ. Хотя в прошлом году это 3-4 компании всегда участвовало. Чего не скажешь о таком секторе, как реконструкция или капитальный ремонт. Что в России построено уже за последнее время много объектов транспортной инфраструктуры, их надо поддерживать в хорошем состоянии, какие-то реконструировать. И вот эта статья бюджета, она осталась неизменной, потому что надо поддерживать в качественном состоянии, спасибо программе там, БКД, безопасные качественные дороги и другие. Там финансы ни в коем случае не уменьшались, и конкуренция осталась там на прошлом уровне. Если кто-то хочет поискать новые заказы, рекомендую обратить на них внимание. Интересно. То есть фактически рынок, получается, бюджеты, они есть, они, несмотря даже на все текущие события и нахождение страны, особенно сильно не снижаются, потому что в индустрии вообще строительства это одна из самых, мне кажется, важных для нашей экономики, если вот так сравнивать, да, там, не считая там ресурсодобычи, да, не считая банковского сектора, мне кажется, вот следующая отрасль – это строительство, которое задействовано очень большое количество людей. И поэтому, наверное, сокращение бюджета здесь это очень такой тоже достаточно сложный шаг для нашего правительства, потому что, ну, по-любому кто-то начнет страдать. А кто? Это люди, которые задействованы в этой компании, и люди, которые задействованы в этой индустрии. Поэтому рынок, насколько я слежу за разными отраслями строительного сектора, и там возьмем жилое строительство или там нежилое строительство, этот рынок всегда так или иначе поддерживается нашим государством. Либо льготами какими-то, либо субсидиями, да. Поэтому отраслевое строительство, про которое мы сейчас говорим, транспортной инфраструктуры, то есть фактически там некоторые разделы, они вообще там защищены, и спокойно там можно в них и даже очень интересно участвовать. А компаний отраслевых вот этих, их становится ли их больше, вот твоих компаний, которые с тобой вот конкурируют именно за мосты, например? Или это все те же игроки, которые были там и там 5 лет назад? У нас достаточно консервативная отрасль. Практически все те же игроки, что были и там 5 лет назад, потому что большую компанию быстро создать невозможно. Это долгий, трудоемкий процесс. И правильно заметил, что правительство поддерживает транспортную инфраструктуру, и это очень заметно. Мне очень импонируют действия нынешних руководителей, как
Хуснуллин Марат Шакирдянович очень большой профессионал, очень большой человек-строитель, и он четко умеет донести до первых лиц государства важность нашей отрасли. Чтобы у всех было понимание, хотел такой факт подсветить, что на одного строителя вовлекаются со смежных профессий еще 27 рабочих. То есть строителю нужна арматура, для этого нужно добыть руду, перевести по железной дороге ее. Сталеплавильный завод должен расплавить и сделать металлопрокат. То же самое с бетоном, щебень, песок. Кроме строительства там и освещение, и окраска. Куча всего надо сделать. Техники очень много работает. Это должны заводы типа КАМАЗа выпускать постоянно строительную технику, экскаваторы, погрузчики, куча всего. Поэтому банки должны это финансировать. Да, поэтому каждый рубль, вложенный в транспортное строительство, расходится плавно по всей стране, и люди все вовремя получают зарплату. Хорошо, какую теперь давай поговорим о строительстве, как о строительной компании, на примере твоей. Какую доходность должна иметь компания? Ты предприниматель, ты ей владеешь, да? Какую доходность от своей компании ты считаешь нормой, да, скажем так? Может быть, можно отрезать там какие-то экстремумы, понятно, что можно выиграть очень крутой контракт и заработать в моменте там очень много денег, но в целом, если брать по отрасли, да, какую доходность в годовых, там, если сравнивать там, с депозитом каким-нибудь банковским, да, ты считаешь нормальной для вашей сферы бизнеса? Смотрите, строительство – это достаточно древняя профессия, то есть и 2, и 3 тысячи лет назад все строили. Угу. Примерно все процессы уже оцифрованы, понятно. На каждый вид работ существуют расценки, которые государство проверяет, вовремя регулируют под рыночный уровень цен. Поэтому космических заработков, как там, в сфере IT или онлайн-образования, здесь, понятно, нет. Средняя рентабельность этого бизнеса – это 10% от оборота за год. Угу. То есть, но это не значит, что это 10% на вложенный капитал, это от оборота. Да. Можно вложить определенную сумму на покупки техники, там, оборудования и каких-то других вещей, но оборот будет в разы больше, и поэтому на вложенный капитал может цифра эта и увеличиваться. И 20, и 25%. Обычно предприниматели, создавая бизнес, да, они ищут доходность выше, чем они могут получить. В банке сейчас мы не будем брать, потому что в текущей ситуации депозиты, они выше из-за нашей ставки Центробанка, да, но в любом случае там доходности 20+, когда человек какой-то бизнес хочет создавать, да, он ищет. И он хочет понять, там, сколько ему надо денег, например, чтобы получить эту доходность. Скажи, какой минимальный капитал нужно иметь предпринимателю, чтобы начать работу в этом вашем секторе, например, на уровне субподрядчика. Мы проговорили, чтобы прийти к большим тендерам, надо наработать репутацию, надо иметь большой, достаточно квалифицированный штат персонала, пройти стадии там, субподрядчика, потом более крупные объекты и так далее. Начинать. С каким капиталом я могу начать бизнес в вашей сфере? Смотрите, мосты каждый друг от друга отличаются, они уникальны, потому что каждая река уникальна, каждая развязка уникальна, и нельзя что-то взять среднее. Но на самом деле, если есть люди, самое главное – это не деньги даже в строительстве, это главное люди, профессионалы своего дела. Если у вас есть люди, которые имеют опыт строительства мостов, не побоюсь, наверное, этого слова, можно и с 0 рублей начать. То есть я видел такие случаи, что бригады, которые качественно делают работу, и у них есть желание получить что-то больше, чем зарплата, они готовы брать на себя ответственность, они сбиваются в какие-то коллективчики по 10-20 человек и пытаются начать развивать. Тем более, что в России открыть юрлицо у нас, наверное, одна из самых низких и простых процедур, которая возможна. Если в России открыть юрлицо, по-моему, 10 тысяч рублей сейчас надо. Это очень мало. Для примера, сейчас так разрекламирован Дубай, чтобы открыть юрлицо, надо 1 миллион рублей потратить. Просто, чтобы тебе открыли юрлицо и открыли счет в банке. Поэтому я бы обратил внимание не на деньги, с которых надо начать,
а на коллектив, который вокруг тебя. И если коллектив хороший, значит, опытный, я думаю, можно найти возможность начать с минимальным капиталом. То есть, тут, наверное, еще очень сильно зависит от того контракта, который ты получишь, да, если он предполагает какое-то авансирование, да, тебе же все равно людям надо платить зарплату, там они могут поработать месяц без зарплаты, 2, но все равно тебе нужно будет им заплатить, да, то есть необходимо, то есть можно, в принципе, обладая не очень большим капиталом, да, для того, чтобы организовать фирму, там, обеспечить ее хотя бы там каким-то инструментом, там, да, и техникой, войти в какой-то контракт, и если контракт будет предполагать авансирование какое-то, да, то, в принципе, речь в этом бизнесе не идет о том, что надо там 100 миллионов рублей, чтобы там начать этот бизнес там, и так далее. Совершенно правильно, да. Есть системы авансирования, то есть, по крайней мере, на зарплату людям, которые будут работать, вас может перекрыть заказчик. Вот. Конечно, с деньгами всегда проще путь проходить. И выигрывать, наверное, конкурсы проще, да? Потому что где-то требования, да, что постоплата там какие-то есть, там, да, или... Да, есть отсрочка платежа. Если у нас вообще вся строительная отрасль, значит, работает по принципу постоплата. То есть месяц выполнил работы, потом надо подписать, значит, бумаги, подтверждающие, что эти работы сделаны качественно. Это либо акты, либо формы КС-2, КС-3. И обычно от 5 до 30 дней заказчик еще как бы делает отсрочку платежа. Соответственно, если вы 1 числа вышли на работу, отработали месяц, скорее всего, первые деньги вы еще получите через месяц, через 60 дней после начала работы. Об этом надо помнить. Это риск, безусловно, риск. И вот не все заказчики в нашей стране желают платить вовремя, и поэтому на этом риске многие спотыкаются. Обращайте на это внимание, чтобы не произошло кассового разрыва. Да, я более того, я читал различные кейсы, скажем так, да, где многие заказчики, они в принципе работают по этой модели. То есть они максимально затягивают выплату платежа, потому что чем позже ты заплатишь деньги на твоих счетах, они всегда работают. Они так или иначе просто там не лежат, они там работают под какой-то процент, там можно просто овернайты размещать в банке и зарабатывать там те же самые там близкие к ключевой ставке проценты. А если я их отдал подрядчику, их уже у меня нет. То есть задача многих иногда финансовых директоров внутри компаний заказчиков максимально долго оттягивать платежи, затягивать этот процесс. Завтра подпишем, послезавтра подпишем. Вот. И мы это, такие случаи, они не распространены, это обязательно надо закладывать в свою стратегию своей компании, что такое может быть. То есть должна быть некая подушка безопасности, иначе это может плохо закончиться. А какие еще риски, расскажи, в вашем бизнесе, кроме того, что могут долго платить заказчики? Да, это, наверное, самый большой риск – неоплата выполненных работ. А если не хотят платить, это суды, могут быть и полгода, и год проходить. Рисков достаточно много, на самом деле. Есть природные риски. У меня был такой случай, допустим, мы работали на севере, строили мост, и была аномально холодная зима, это было лет 5 назад. В январе градусник не поднимался выше минус 50 градусов, то есть 55-57 было. То есть это актированные дни, то есть люди не работают в этот период времени, технику нельзя заглушить, потому что она не заведется потом, то есть она круглосуточно вырабатывает дистопливо. Платишь людям зарплату, обогреваешь, несешь затраты, а выполнение 0. Природные явления зачастую тоже вносят неожиданные коррективы. То есть либо погода, либо дожди пошли, нельзя выполнять. Так как все работы ведутся на открытом воздухе, мы слишком связаны от природы, от погодных явлений. Это заложить заранее в смету никак невозможно. Нельзя. Невозможно, да. Следующий фактор – это срыв сроков строительства. Как только мы начинаем строить, выбиваемся из графика и строить больше, соответственно, накладные расходы у нас все равно продолжают оплачиваться. Это сотруднику и офиса платишь, значит, какие-то транспорт и остальные статьи затрат. Чем дольше строишь, тем стройка для тебя выходит дороже. Это как бы факт. Сам первый должен, мало того, что заказчик заинтересован, чтобы ты закончил проект в срок,
ты также абсолютно точно заинтересован, потому что система оплаты людей, она не 100% сдельная, да, то есть есть вот эта вот часть заработной платы, которую ты заплатишь по-любому, да, и чем дольше ты строишь, тем больше ты заплатишь. Сроки оттягиваются, очень много причин, по которым это может произойти. Под землей куча коммуникаций, если в городе работаешь, и газ, и электричество, и водопровод, и другие. Все эти владельцы сетей, они тоже не торопятся как бы их убирать из зоны строительства. Был случай у нас в Санкт-Петербурге, строили мост, газовая сеть проходила прям под опорами. И мы потратили 1 год, чтобы вынести эту трубу в другое место. И, соответственно, мы год не могли на этом участке земли какие-то работы производить. Это тоже очень влияет, потому что на чертежах нарисованы виды работ, вроде как их можно сделать, а по факту, когда приходишь к владельцам, значит, не знаешь, к чему это приведет. У всех свои планы. Да. А третье, это, значит, геология. Много случаев было, когда ты строишь все земляные работы, они для тебя всегда приходят не по плану. Либо геология не соответствует, значит, тому, что надо, либо водонасыщенные какие-то грунты появляются. И все, что ниже поверхности земли строится, это всегда уровень риска. Надо об этом помнить. Да, мы сами столкнулись, у нас есть тоже небольшой строительный объект, мы строим, и как раз столкнулись с этим риском, когда стали забивать сваи. Биология была сделана, да, но мы поняли, что несущая как бы вот эта вот способность недостаточна, и пришлось заново, то есть проектировщиков подключать. Там, в общем, мы где-то порядка, на нашем небольшом, порядка там 1,5 месяца дополнительно потеряли на новом цикле, как бы, то есть те же работы. Понятно. Что касается, давай еще про ресурсы поговорим. Вот мы поговорили, там, сколько денег надо примерно, чтобы делать этот бизнес, с чего начинать. Помимо денег, вот какие еще важные аспекты, какие ресурсы нужны, чтобы этот бизнес сделать? Ну, не устану повторять, что первый ресурс – это люди. Это люди, которые имеют опыт в этой сфере. Без людей, я думаю, очень сложно будет начать этот бизнес. Остальные ресурсы, они, в принципе, имеют вариативность. То есть техника, да, нужна какая-то. То есть всегда можно найти разных поставщиков, подрядчиков. Также есть рынок аренды. Можно не покупать, допустим, какой-нибудь большой кран, можно его взять в аренду на какой-то период времени. Ну, строительные материалы, они, в принципе, заложены проектом. Я думаю, в нашей стране по покупке строительных материалов или трудностей больших покупки, ну, нет. Достаточно у нас хороший рынок строительных материалов. Сейчас, причем, не самое плохое время, насколько я понимаю, судя по нашему проекту. То есть рынок строительных материалов сейчас еще и дает возможность по сравнению, то есть он не такой высокий, как он был там некоторое время. Пандемию, вспомните, X3. Ничего не было. Ничего не было. Это хотелось бы отдельно сказать спасибо предпринимателям, которые даже в столь ограниченных условиях, там, в период действия санкций и еще каких-то ограничений так наладили систему, что, в принципе, мы большого дефицита не чувствуем. Либо какие-то по параллельному импорту завозятся недостающие материалы, либо предприниматели же открыли производство по импортозамещению и, в принципе, закрыли эту потребность. Ну, для примера, у меня есть знакомый, который производит опорные части, деформационные швы в России. А раньше этот рынок плотно занимали компании с Германии и с Франции. И итальянские партнеры. Они поставляли по всему миру эту продукцию. Она считалась сложной достаточно и технологичной. И вот российские предприниматели смогли как бы занять эту нишу и выпускать аналоги. То есть это хороший пример. Отличный пример. Наших ребят, которые
Могу передать привет Евгению, директору завода. Молодец. Я вообще хочу сказать, что вот ситуации, с которыми наша страна, да и вообще весь мир сталкивается последние годы, они на начальном этапе кажутся какими-то весьма сложно решаемыми, да, то есть люди работали в одну сторону, а тут им надо какое-то направление менять. Но по факту, если начать разбираться с этим, то вот любая из этих ситуаций, которая у нас была за последние 3 года, она позволяла, она открывала новые ниши, она давала новые возможности для предпринимательства, чтобы заработать еще больше капитала. Я и по своему опыту могу сказать, и по опыту тех людей, с которыми я общаюсь во время интервью. Предприниматели, если они стремятся к тому, чтобы там свой бизнес диверсифицировать или там смотреть широко, то есть если не смотришь узко, да, вот ты смотришь узко, у меня проблема, все, я встал в эту проблему, что мне делать? Ну, нам людей увольнять там, да, или бизнес закрывать. А если его переориентировать, если его переформатировать, да, сделать какой-то разворот. И вот те, кто могут делать эти шаги, они обычно начинают зарабатывать еще больше. Потому что действительно, вот твой пример сейчас, да, с импортозамещением, он показывает то, что компании не просто там растут с теми темпами, как они привыкли расти, там 10%, там 15% в год, они могут расти x2, x3, потому что просто их конкуренты, которые раньше из Германии там, или из других стран эту тему поставляли, их просто больше нет. Нет, да. Да. А ты мало того, что стал производителем этого, там, скажем так, для России уникального там, товара, так ты еще и очень большое количество рабочих мест открыл для нашего населения, да, и это дает большие возможности. И я думаю, что всем стоит перед тем, как там драматизировать какую-то ситуацию, надо сначала как бы посмотреть ее с разных углов. Я называю это helicopter view. Как бы, оп, так, ага, здесь проблема, а вот здесь возможность, она рядом. Хорошо, у нас с тобой сегодня такая достаточно плотная беседа получилась по разным аспектам деятельности компании. Наверное, подводя итоги, мне бы хотелось спросить у тебя, вот для своей компании, ты мне рассказал, что у тебя есть план там, выйти на 1 миллиард, ну а как ты видишь вот некое будущее на ближайшие 3-5 лет? Что у вас будет происходить? В нашей стране горизонт планирования 3-5 лет сегодня, наверное, считается слишком долгосрочным, потому что, откатываясь назад, мы тоже строили планы, но их периодически приходится как менять под действующую ситуацию. Конечно, хочется роста, хочется выполнять более классные большие проекты, быть полезными государству. Причем еще немножечко добавлю, что строительство мне чем нравится, это тем, что после тебя видно результат труда. Ты через 10 лет можешь приехать, показать и своим близким, и родственникам, что вот объект, в котором я принимал участие, он служит людям, приносит пользу, люди быстро там переезжают через реку или быстрее до дома доезжают. Поэтому хочется делать больше, а там посмотрим, жизнь покажет. Слушай, согласен, реально. Вот я вот этот вопрос в конце всегда задаю всем, да, какие твои планы на 3-5 лет? А сейчас я стал действительно понимать, а может быть, действительно в нынешних реалиях вот лучше планировать там, не знаю, на год-два хотя бы, да, то есть для того, чтобы все-таки более-менее осязаемо ощущаться эти варианты. Потому что действительно очень много изменений. И вот этот вот разворот на восток, про который мы с тобой сегодня говорили, он, мне кажется, в ближайшие годы в вашей отрасли сулит очень большие интересные объемы, скажем так, да, потому что действительно это же не только дорога, вот дорога Россия, это и железная дорога, да, вот тот же БАМ, вторая часть. Да, я вот буквально в ноябре был в командировке в Хабаровске, разговаривал с заказчиком, который курирует всю эту стройку, и вот по БАМу, мне кажется, на 4 года там регион обеспечен работой. Люди говорят еще и о новой дороге, которую 100 лет уже хотят построить. Это дорога на Сахалин. На Сахалин сейчас можно только по морю перейти или самолетом долететь. В очередной раз этот проект обсуждается. Построить либо тоннель, либо мост, чтобы можно было на автомобильном транспорте добраться на остров. Поэтому регион Дальнего Востока, даже при всей нестабильности, мне кажется, в ближайшие 5 лет там точно будет работа.
Друзья, ну я не забываю напоминать вам, чтобы вы обязательно подписывались на наш канал, потому что мы делаем контент в абсолютно разных областях, рассказываем про разный бизнес. Сегодня говорили про строительный бизнес. Жень, я благодарен тебе за то, что ты пришел. Вот, желаю тебе, чтобы твоя тема развивалась, и ты достигал тех, пусть и пока краткосрочных целей, но которые ты перед собой ставишь, и у твоей компании все получалось. Спасибо, Алексей. Был Спасибо. рад твоему приглашению. Спасибо. Всем пока. Да, пока.